Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Альфа-банк – лучший мобильный банк. Добрый день. Здравствуйте. У вас Лиговский проспект, правильно? Да, все верно. Вы вообще нормальный? Извините. В смысле, извините? Слушайте, там просто люк открытый. Подождите, я вообще охреневаю, подождите. Нет. Ну вы меня тоже простите, там реально люк. В смысле, простите, люк подождите, открытый что, меня был. убить собрались? Я вам говорю, там крышки от люка не было. Подождите, я чего вызвала такси-то, я не понимаю. Слушайте, я, простите, думала, там всякие бывают водители, но никак не ожидала, что сяду в машину и вот так. Да я же вам объясняю еще раз, там люка, крышки не было. Мы бы сейчас просто убили бы машину. Да какого хрена мне эта крышка? Вы что, вообще не водитель? Где вы права-то взяли? Нет, ну права-то я взял. Во-первых, вы успокойтесь. Я вам еще раз говорю, ситуация такая, ну, крышка люка, А глаза на что у вас? Так и... Подождите, так ее не видно, что нет крышки. Видно только, когда подъезжаешь. Вот смотрите, видите, здесь знак стоит. Хорошо, что ремонтные работы, а там знака не было. Ничего, что вы меня чуть не... Я только в такси села, вообще ничего, что я доехать должна. Так, а вы пристегнуться надо даже на заднем сидении. Так, слушайте, я юрист, вы давайте не рассказывайте, что мне нужно. Я к вам села, безопасно доехать. Так пристегиваться надо. И тогда вот, чтобы таких ситуаций не было, чтобы вы не катались там по задним рядам. Вы хотите со мной поперечить? Да я не хочу, просто вы агрессируете, я вам нормально объяснил, что не было крышки люка. Вы хотели, чтобы мы ударились колесами, подлетели и перевернулись там или еще что-нибудь? Не, нормально. До этого такси не приехало, какой-то непонятный там водитель. Думаю, ладно, господи, вызову уже хорошее такси, вызвала хорошее такси. Вы что, права реально покупаете все? Почему я Вы откуда вообще приехали? Вы работать не умеете. С людьми, понимаете, вы везете человека, не дрова возите, ребята. Еще раз говорю, успокойтесь. Я вам еще раз говорю, вы успокойтесь, ладно? Я-то успокоюсь. Только, знаете, я думаю, что, наше дело закончится не очень хорошо. Вы меня... Ой, давайте только пугать меня не нужно, ладно? Слушайте, вот давайте без этого. Вот правда, я вам нормально объяснил, а вы сейчас начинаете мне чуть ли не угрожать. Нахрен мне вообще это такси было надо, вот честно. Хорошо, не надо, так не надо, давайте. Нет, не вопрос. Я пойду подышу, а вы остыньте. Куда вы пошли, молодой человек? Нет, вообще нормально. Села в такси. Я просто в шоке, честно. Я просто в шоке. Нет, молодой человек, вы долго гулять-то будете? Мне что-то ехать надо. Я вас просто не Молодой человек, я опаздываю, я же не просто так такси-то вызываю. Давайте как-то решать вопрос. Так а как будем решать вопрос? Вы остыньте, а я воздухом подышу. Мы так и решим вопрос. Хотите, можете выйти, новое такси заказать. Вы меня не будете везти? Ну, если вы будете себя так вести, как вы сейчас себя ведете, то я не повезу вас. Так. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Альфа-банк – лучший мобильный банк. Слава богу, у меня профессия юриста не одна. Я еще и психолог. Так, приходим в себя, хорошо. Я думаю, вы сейчас скажете, я еще и там киллер или палач. Сейчас я вас тут, и порешу. Слушайте, мне уже просто... Видимо. Хорошо, все. Хорошо, что все? Простите меня, пожалуйста. Нет, давайте мы просто еще раз определимся с причиной и следственной связью. Вот еще раз объясняю вам. Люк был открыт. Просто в шоке. Огорожено не было. Крышку кто-то спер. Может, бомжи местные, может, еще кто-то, не знаю. Ничего не огорожено. Вы сейчас начинаете меня стрессовать. Вам нужно пристегиваться на заднем сиденье. Запомните это всегда. Запомню. Запомните? Мы можем ехать? Мы можем ехать. Все, и у вас не будет со мной. Самое главное, что, слушайте, слава богу, реально у меня есть вторая профессия психологии. Я сейчас сижу и понимаю, я не права, хорошо. Не права, потому что я на вас агрессировала. Да. Но вы не поверите. Мой суд в арбитраже. Телефон, не работает. Вызываю такси, один таксист, спросите, где вы не приехал. Вызываю хорошее такси, да, подороже. Думаю, пусть уже, как говорится, ладно, бог с ним, надо доехать. Сажусь к вам, только села там что-то записать, день, как говорится, знаете, свой распланировать. И я просто, знаете, как я испугалась. Я понимаю, но вы понимаете, что это просто, череда неприятных событий. Бывает же, что день не задался. А вот он у вас не задался? Вы не понимаете, просто это вот...
это случайно, что именно моя тачка Согласна. поехала именно по этой улице, и именно передо мной кто-то спер эту крышку люка. Слушай, ну это вот, кошмар. вот реально, да, я понимаю прекрасно, но вы, ну тоже, особенно если вы говорите, вы там где-то психолог там и так далее, ну вы держите себя тоже в руках, прежде чем начать срываться на людей. Вы поймите, мы-то тоже работаем. Да, но помимо того, что я, простите, психолог, я же еще и человек, ну, правда. А до этого вы были юристом и хотели меня размотать. Потому что вы со мной разговаривали так. Так, спокойно. Я, кстати, с вами нормально разговаривал. Вы хотели Ничего сказать, не что хотел. Пристегивайся и вообще веди себя нормально. Ну, подождите, это же я не воспитываю же вас, я просто вам подсказываю, напоминаю правила. Это не то, что я вас пытаюсь воспитать, у меня нет такой задачи. Согласна полностью. Ну, еще всё. раз говорю, простите меня, пожалуйста, я самосанировала. Все, хорошо, успокойтесь. Довезите меня нормально. Я везу вас, я всех везу нормально, не только вас, поверьте мне. У меня нет Верю. дифференциации. Кого-то я плохо вожу, кого-то хорошо вожу. верю я вам, да. Да, Но- все, выдохните, у вас там какие-то дела были вроде, Да уже я что-то все там. уже вот. записала, Ну, там уже бог с ним, я уже запомню. Да, Вы знаете, займитесь ну делами. скажу по правде, села к вам, думаю, Так. господи, чистая, хорошая машина, приятный водитель. Ну, Да. клянусь, так подумала. Только, как говорится, решила расслабиться. Чуть не охренела, понимаете, на этом сиденье. А вы знаете что? Что? Не расслабляйтесь, даже если видите приятного человека. Нет, ну правда, у вас так чистенько, хорошо, я так думаю, боже. Нет, за комплимент спасибо теперь прекрасная уже, такси. конечно, но как бы... Простите, что я про права вам сказала. Я знаю, что это просто, Да. вы знаете, выскочило. Вот, ну, не Все- подумала, да. Это Вот. стереотипный аргумент, Я вот не права, который правда, да. вытаскивают все из этого из сундучка со стереотипными Вы не аргументами и говорят всегда, что права ты купил, там и так далее. Слушайте, ну я в жизни вообще не такая. А, Ну, серьезно? Да серьезно. Мне вообще кажется, я не конфликтный человек. Ну, то есть я наоборот конфликт это как бы регулирую, да, как бы вот. Но мы все люди, видите, и так бывает. Мне очень даже стыдно, правда, сейчас. Не стыдитесь. Если вы и правда не хотели, то Бог Честно. все видит. как Просто, говорится. наверное, тяжелый день. Вот серьезно. Наверное, тяжелый день. И искренне говорю, вот, ну, некомфортно получилось. Я просто эмоционировала, потому что вот день дурацкий, понимаете, вот все. И села в такси, думаю, так безопасно, так хорошо, сейчас доеду. Знаете, что это такое? Это испуг. Вы дернули вот машину этот люк объехать, а я, наверное, знаете, там вся жизнь перед глазами, да, пролетела. Ничего себе. Ну вы сейчас нормально, всю жизнь обратно вернулась? в Слава своё богу, русло? что психолог пришел ко мне. Слава богу, что И психолог всё пришел хорошо, к вам. да. И ко мне тоже, видите? Потому что я тоже могу, ну... знаете, все думают, что если они сели в такси, то это уже априори, что бы ни случилось, услуга должна быть оказана. Но это не так. Я еще раз объясняю, мы не работаем на какого-то толстого дядю, который нам выдает машину, вот мне лично с утра, грозит пальчиком и говорит, только попробуй не сделать все заказы, которые ты возьмешь. Ну, такого нет, это моя машина, я работаю на себя. Да, через агрегатора, но на себя. И я могу сделать, ну, я вправе сделать так, как считаю нужным, если ситуация заходит, ну, в ненужное, скажем так, русло. И я могу отказаться от заказа, и я могу все, что вот в конце концов даже, вот даже в самый лютый момент, если я пойму, что вот, ну, как бы это уж совсем перебор, я могу вообще сегодня прекратить работать в такси. Я вас понимаю. Понимаете? А если бы я вам больше скажу, вот это я единственный вариант, который я нашел, это просто выйти вот реально, чтобы с вами не... Знаете почему? Потому что вы женщина. Если бы на вашем месте был какой-нибудь мужичок, который бы себя так вел, то я, во-первых, бы разговаривал немножко другими словами с ним. Во-вторых, не я бы вышел. Понятно? Ну, вот я так на всякий случай говорю. Я то есть поняла. вам еще скидка на то, что вы барышня. Вот правда. Спасибо Вот у вас, большое. вам скидка. Причем не скидка, а скидка прям вот, понимаете? Прям Слушайте, ну, такой дисконт. Мне реально, ну, мне прям вот стыдно, правда, что я себя так повела, но, наверное, это вот стечение обстоятельств, серьезно. Я честно говоря, до этого вызываю такси, какая-то хрень, он меня где-то ищет. Вы у дома, я у дома. Вы во дворе, я говорю, слушайте, вы где? Я вообще просто бегаю вокруг дома и не могу вас найти. Первое такси было вот так. И в итоге я отказалась. Ну вот. В арбитраже сижу, там это, значит, слушание. В 10 назначила, в час только начали работать. Представляете, 3 часа задержки. У меня там связь не ловит, там все блокируют. И я сижу, ни с кем созвониться не могу, понимаете? Ну, как-то вот не задалось. И в кои-то веков приезжаете вы, и я думаю, ну все, выдыхай, Света, все хорошо. Выдохла, Света, понимаете? А знаете, не первый раз уже коллеги меня подводят таким вот образом. То есть они создают настроение отказом или там какими-то нюансами до вот заказа, после, ну скажем так. То есть сначала они создают настроение пассажиру,
что-то не получается, пассажиры на взводе, и они почему-то садятся потом ко мне в тачку. Короче говоря, это не первый раз, вот просто серьезно, я к тому, что реально наверное, первый раз. ну вот чисто по-человечески, да, если вот оставаться с людьми до конца, то До конца. вот просто говорю как есть, да, вот быть вот этим нормальным человеком. Тот водитель, который вот меня сегодня мурыжил и так в итоге-то и не забрал, Да. вот всю агрессию, наверное, так получилось, да, пришлось вылить на вас. И вот это вот качание, понимаете, оно меня просто выбило из колеи. Ну, Ну, сейчас-то вы обратно в колее. да, я уже забыла юриста в той машине, в арбитраже, и я уже психолог. Ну, Слава отлично. богу, что вы меня все-таки выставили из машины и везете. Я реально уже хочу доехать, потому что, боже мой, Мы я уже так устала. приехали. Да. Ой, что только не бывает. Это действительно. Ладно, у вас безнал же там, да? Все, ладно, Да. всего хорошего. Благодарю вас, Вот да. так остановлюсь, чтобы выйти могли. Еще раз извините меня, пожалуйста. Да, ничего, Хорошего ничего. вам дня и Всего чтобы хорошего. такие, как я, сегодня не попадают. О, спасибо вам большое. Надеюсь, что такого и больше не получится. Ничего не забыли? Ну, чё, переобулась хоть под конец, блин, и то ладно. Хотя, знаешь, как в том анекдоте, типа, ложечки-то мы нашли, но осадок нехороший остался, блин. Ой, блин, ох уж мне эти женщины с какими-то нюансами. Не это самое. Ну, я говорю, был бы мужик, вот отвечаю, знаете меня, вот просто бы сказал, не повезу, уйди нахер и все. Но женщина, не могу ничего с собой поделать. Видимо, девочки выросли, дочки. Я помните, как поначалу жестил, да, с барышнями же тоже, да, одну даже за шкирку выбросил в свое время. Дочки подросли, я смотрю на них, и я такой, знаете, больше вот сентиментальных у меня каких-то моментов к женщинам, и я такой, даже когда жена у меня нехорошо себя ведет, очень хочется ей сделать что-нибудь этакое. Но я ловлю себя на мысли, что сейчас очень по-сексистски будет. Ну, бабы! Ну, хер ли с них возьмешь, как говорится. Вот, вам начислены чаевые. 150 рублей. Аплодисменты даме. Извинения плюс 150 рублей резко улучшило мое настроение. Вот резко улучшило мое настроение. Вот так нужно извиняться, друзья мои. Это на заметку вообще всем людям. И мужчинам, кстати, тоже. Надо вот так извиняться. Посрался с женой, кинул ей на карту пятачок или чирик, в зависимости от того, как накосячил. И я уверяю вас, настроение ее резко улучшится. И еще, знаете, вот сидят люди, например, в ресторане, на дискотеке, в клубе, и вот не знают, как к девчонкам подойти, к телочкам, все трутся, мнутся, яйца чешут. Друзья мои, позовите официанта и закажите бутылку шампанского вот за тот столик. И скажите, что это от меня. Даже если вы страшненький, маленький, пухленький и лысенький, на вас обратят достойное и нужное внимание. К чему я это? Хер его знает. Размечтался, видимо, на работе. А ресторане, столики, шампанском и телочках. Поеду работать, епта! 2 гудка! Было бы, кстати, неплохо придумать какой-нибудь сигнал специально для такси. Ну, какой-нибудь гудок специально таксистский. Такой, может быть, типа нажимаешь на клаксон, а там такси, вези. Зачем пою, петь же не умею. Пишите, друзья мои.